Ничто не предвещало перемен в ту ночь, когда Изабелла Мур вышла на вечернюю смену в закрытом ресторане «Голдман Хаус» в Сиэтле. Помещение было выверено до последней детали: приглушенный свет, дорогое серебро, запах трюфелей и редкие разговоры тех, кто привык платить не за еду, а за неприкосновенную приватность. Для 23-летней Изабеллы, студиистки живописи, это место было временным костюмом: черная форма, ровная осанка, умение быть незаметной. Дома ее ждала мастерская с холстами и красками. По вечерам она превращала город в вспышки цвета и одиночества. Японский язык, выученный у бабушки Ханны Танака летом детства, давно жил в ней как секретный сад. За столом номер 7 сидел Винсент Крейн, магнат энергетики, чья улыбка и сделки были хорошо известны в деловых сводках. Он говорил по-японски с двумя влиятельными партнерами, будучи уверенным в полной неприкосновенности своих слов. Изабелла, проходя мимо, услышала их разговор так отчетливо, будто голос бабушки вернулся из прошлого. Речь шла не о технических тонкостях, а о намеренном фальсифицировании материалов, о подкупе инспекторов и о плане продать проект до того, как появятся разрушительные дефекты. Винсент называл это управляемым сроком службы и рассматривал будущую катастрофу как табличку в бухгалтерской книге. Сердце Изабеллы сжалось. Честность, то, чему учила бабушка, требовала действия, но мир вокруг был хитро защищен властью и деньгами. Она понимала, что один рассказ, одна устная фраза – ничто против юридической машины корпораций. Тогда она приняла риск. 2 ночи спустя, под видом обслуживающей официантки на благотворительном гала-вечере, Изабелла включила скрытый рекордер и сделала все, чтобы Винсент повторил свои слова. Он повторил и даже уточнил имена и сроки. Запись оказалась полной. Найти доказательства стало игрой на время и смелость. Отклики официальных органов требовали документов. Происходили отказы и бюрократические тупики. Девушка обратилась к старой профессионалке расследовательской журналистики Пенни Венс и преподнесла запись с переводом. Журналистка, проверив подлинность аудиофайла и проследив финансовые следы, запустила материал. Новость взорвалась, акции компании рухнули, регуляторы открыли расследование, менеджеры и посредники оказались под следствием. Винсент Крейн лишился кресла и свободы, проект свернули. Изабелла потеряла работу в ресторане, цена очевидности, но сохранила нечто важнее – целостность и ремесло. Анонимные пожертвования и приглашения галереи позволили ей арендовать студию и показать серию работ, собранных под одним названием «Пустой лес». Картины, в которых город разговаривал цветом, нашли отклик у публики. История официантки, что услышала мир на чужом языке, превратила ее в символ тихой смелости. Она вывесила в студии каллиграфию старого слова, которое бабушка повторяла при жизни, напоминание о том, что язык и честь могут стать орудием там, где кажется беспомощна тьма. Эта история не о славе и судебных титрах, а о том, как знание, выросшее в тихом доме с запахом зеленого чая, стало мостом между честью и правдой. Одна незаметная женщина, умеющая слышать, изменила течение огромной машины. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.